Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Демоны, призраки, мистические сущности – это все то, для чего вы смотрите паранормальные видео. Не так ли? В этом ролике я покажу вам страшные видео, на которых мистические явления были сняты на камеру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Старый театр. В следующем ролике команда, которая расследует паранормальные явления, встречается в старом театре и документирует странные и страшные явления. Стив, как руководитель своей команды, убежден в том, что в данном здании присутствует паранормальная активность. Давайте посмотрим, что было снято камерой видеонаблюдения в этом театре. Begin our portal session. You can clearly see we are all in the room. LaDawn is sitting in the back of the theater. Watch the doorway on the right side in the back of the theater. You will see an apparition walk towards the bathrooms. And then just a few seconds later you see the same apparition walk back. This cannot be a person because, as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Обратите внимание на дверные проемы в театре. Кажется, что мимо проходит призрачная фигура сначала в одном проеме, а затем в другом. Исследователи говорят, что это не мог быть человек, наглядно показывая, что камера четко фиксирует людей, в отличие от других сущностей. Однако, это было еще не все, что удалось заснять команде. Эрика, одна из членов команды, столкнулась почти лицом к лицу с паранормальным. Когда команда исследует проекционный зал театра, Эрика пугается. I've told the best boy. Who is the best boy? Oh my fucking god, something just stroked my goddamn hair. Are you sure you didn't hit that extension cord? No. По словам девушки, кто-то только что погладил ее волос. Команда решает собраться в большом зале и пообщаться с духами, чтобы узнать, почему они все еще находятся в этом здании и какова их истинная цель. You want to tell me your name? Suzanne. I feel things starting to come into the theater, almost like a show is about to start and there's stuff like starting to shuffle into the theater. It might be residual, but it feels like there's stuff starting to come down the aisles and fill into the seats. Especially on this side right here on the right. Over here? Maybe they're here to watch Brad. В этот момент камера фиксирует еще одно необъяснимое явление. Неопознанная фигура появляется вдалеке. Кажется, она просто прогуливается по этому залу. Спустя несколько мгновений она бесследно исчезает. Действительно ли в этом театре обитает привидение? Или это не более чем мистификация? Задний двор. В следующем видео поделилась девушка по имени Мелисса из Лондона. Ее камера безопасности снимала задний двор и засняла то, на что Мелисса все еще не может найти ответ. Темная фигура быстро двигается по заднему двору. При этом больше на улице никого нет, кроме лисы, которая постоянно роется в мусорных баках живущих здесь людей. Мелисса, как и многие другие зрители, посмотрев отснятый материал, не смогла объяснить, что это была за аномальная фигура. Многие зрители также заметили, что ее перемещение сопровождается неким звуком, который также сложно объяснить. Любители паранормальных явлений называют это теневыми фигурами, которые описываются как призрачные формы, которые двигаются с большой скоростью.
Мелисса все еще ищет ответы на то, что же на самом деле засняла ее камера видеонаблюдения. Спокойная жизнь. Следующая серия роликов была снята мужчиной по имени Зак. По его словам, он уже несколько раз переезжал в поисках спокойной жизни. В этот раз он отправился в Дубай. Но кажется, о спокойствии ему оставалось только мечтать. Зак рассказывал, что он даже посыпал соль у своей квартиры в качестве защиты. Но недавний шторм в Дубае все разрушил и заставил его еще сильнее нервничать. बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था, तुमने बंद नहीं किया क्या? मैंने किया था जी। अभी बस दुआ करो कि अंदर ना आए। अरे ये अंदर आ गया क्या? इट्स ओके, मैं देखता हूँ, तुम डरो मत। दरवाजा मत खोलो, अंदर आ जाएगा। बच्चा सो रहा है, ठीक है, डरो मत, तुम। मैं हूं ना इधर, कहीं को डर रही हो? थोड़ी देर बाद जाता है, सब्र करो। Его жена просыпается от тревожных звуков, которые исходят от двери. Он старается выяснить источник таинственного стука, но не находит присутствия кого-то или чего-то. Однако тревожные события продолжаются. У его сына начинает идти кровь из носа. По мнению Зака, это следствие преследования. Несмотря на то, что мужчина решает переехать временно в другую квартиру, странные события не прекращаются. Зак даже прислушивается к совету священника и читает молитву. Но несмотря на все его усилия, паранормальная активность только усиливается, будто следуя за ним.
Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protector. Be our protection against the wickedness, against the snares of the devil. Make our rebuke. We humbly. Так, ночью люстры в комнате начинают качаться, предметы падать и перемещаться, а Зак осторожно идет и снимает все на камеру. Спустя несколько минут поисков у Зака начинается паническая атака, и он еле находит в себе силы для того, чтобы побороться с тем, что следует за ним. Также он проверяет шкаф, из которого исходят звуки, но никого там не находит. Зак читает молитву святого Михаила, а после слышит демоническое шипение в ответ на противостояние злобной силе. Спустя несколько секунд его охватывает острый приступ тошноты, будто нечто хочет покинуть его тело. Поведение Зака становится уже страшным, а когда к нему приходит жена, она вызывает скорую помощь. После проверки состояния здоровья Зак возвращается в квартиру, и его поведение становится неадекватным. Он режет свои волосы, лунатит и ведет себя странно, что опасно для окружающих. До сих пор неизвестно, могла ли в Зака вселиться та сущность, которая его преследовала все это время. Отель White Rock. Команда, которая расследует паранормальные явления, отправляется к южному побережью Англии, в отель White Rock, но их настоящая цель не исследование отеля, а того, что под ним. Там расположен музей преступлений, в котором многие предметы имеют очень темное прошлое. Работники музея и посетители жаловались на необъяснимые явления в этом месте. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. It was. Yeah, I saw you move back quick. I'll move back a bit more. Когда Клайв и Фил выходят из комнаты, уже спустя несколько секунд статичная камера снимает фигуру, которая движется внутри дверного проема. Это помещение в музее называют камерой смерти. Там фиксировалась паранормальная активность многими, кто посещал это место. Была ли это просто тень, или команде удалось заснять нечто паранормальное? Похоже, мы этого никогда не узнаем. Уведомление. Дочь пользователя, который загрузил это видео, проснулась и не могла заснуть, так как получила уведомление на телефон от видеокамеры у двери. Она смотрит видео и видит белую размытую тень, которая материализуется прежде чем исчезнуть. Что это было, мы никогда не узнаем, но можем только предположить. Разговор с призраком.
Следующий короткий ролик был выложен в TikTok, а первоисточник неизвестен. По мнению пользователя, в этом ролике на камеру наблюдения был записан разговор с призраком. Давайте посмотрим. Все, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Все. Мужчина находится на рабочем месте и отвлекается, будто видит кого-то или что-то. Он идет к источнику белого света и будто с кем-то разговаривает, но напротив него никого нет. Можно увидеть только таинственный шар света, рядом с которым и происходит разговор. Однако, уже через несколько секунд мужчина пожимает руку невидимому собеседнику, а на этом видео заканчивается. Был ли это реальный призрак или мужчина просто не в своем уме? Напишите свое мнение в комментариях. Отличные выходные. На следующем видео мужчина снимал, как они с сыном проводили время на природе. Казалось бы, это должны были быть отличные выходные, но что-то пошло не так. Давайте посмотрим. Испуганный мальчик подбегает к своему отцу и что-то кричит. Обратите внимание на задний план в этот момент. Можно увидеть темную фигуру, которая, кажется, шевелит рукой и стоит у дерева. Была ли это чья-то шутка или семья засняла настоящего призрака? Как всегда, решать только вам. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости? Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Демон внутри. Следующий ролик был найден в TikTok. Мужчина верит в то, что его преследует демон в собственной квартире, и в доказательство публикует эти видео. Dragon blood sage to help me get rid of the spirit I have here. But first, I'm going to be placing this egg here in the center of the room. I'll place it right there. Come back. Smoke weed every day. So if there's a demon in here, you are not welcome. You have to leave. You're not welcome. Still smoking. It's barely lit. You know, people don't think that you're real. People actually think that you don't exist, but I want to show them. So show yourself. Don't be scared. Show yourself. Come out. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage on this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm scared to go around this corner. Oh shit. See. Here we go. Okay. Actually gonna turn on this light. I just want to turn around. Okay. Well, if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it.
Maybe it left out the window or something. Okay, let's go do the egg so I can leave my apartment. Okay, here's the egg. Nothing wrong with the egg, see? It's a regular egg. First off, let me show you my hand. There's nothing on my hand, nothing. I want to get out of here. Okay, here you go. And again, I don't know why. В первом ролике он проводит обряд, который, по его мнению, позволит избавиться от духа. Он размещает куриное яйцо в центре комнаты и поджигает оберег из травы. Затем мужчина берет яйцо, показывая его целостность, и разбивает его в миску. Можно заметить, что белок сильно потемнел. По мнению автора, это еще одно доказательство обитания демона прямо рядом с ним. В следующем видео мужчина сидит за компьютером, но звук наверху привлекает его внимание, и он идет посмотреть, что же там происходит. Here we go again. Ooh. See? He's doing it again. I'm not gonna run. Поднимаясь по лестнице, он замечает, что свет начинает моргать. Затем, поднявшись, он видит, как вещи, которые висят на вешалке, шевелятся сами по себе. А уже мгновение спустя бутылки начинают падать со стола. На этом серия видеороликов не заканчивается. Don't even say that. That'd be scary. I have to live here by myself. Когда он ложится отдохнуть во время прямого эфира, то вещи позади него будто кто-то начинает перемещать. Необъяснимые явления в его квартире происходят одно за другим. Он говорит, что какая-то сила явно присутствует рядом с ним, но он понятия не имеет, как с ней бороться. Так что же это? Демон, полтергейст или нечто иное? Кошка. В следующем видео девушка засняла кошку, которая входит в комнату со светящимися глазами, прежде чем исчезнуть в воздухе. Пользователи в комментариях интересовались у Мэгги, была ли у них раньше кошка. Она рассказала, что в детстве у ее матери было две любимых кошки, которые скончались здесь, в этом доме. Девушка верит в то, что это мог быть призрак кошки. А как вы считаете? Бледное лицо. Подросток по имени Камео раньше смеялся над историями о привидениях, но когда он снял это видео, то потерял дар речи и подверг сомнениям все, что он считал правдивым до этого. Подростки находятся в комнате. Один из них записывает видео. Можно легко пропустить
Но обратите внимание на задний фон слева. Жуткое бледное лицо можно увидеть совсем ненадолго, прежде чем подросток переместит камеру. Для них это было настоящим открытием. И теперь подросток, который живет в этой квартире, не знает, как после этого спать здесь ночью. Действительно ли подростки заметили нечто паранормальное? Или все же они это все подстроили? Если у вас есть фобии, то следующее видео может вас реально напугать. Сначала кажется, что женщина едет в лифте, ожидая прибытия на свой этаж. Довольно быстро становится жутковато, когда этажи проносятся мимо, а кнопки перестают работать. Женщина в этот момент уже начинает паниковать. Но это не самое страшное, что происходит на самом деле. Кадры начали глючить, что натолкнуло многих зрителей к теории о параллельных вселенных. Также обратите внимание на тот факт, что когда лифт поднимается, то на миг можно заметить жуткое лицо. Кроме того, что это за таинственный темный этаж, на котором оказалась эта женщина, так и неизвестно. Автор говорит, что это похоже на портал в другой мир. А что вы думаете? Был ли это просто сбой в работе камеры? И где на самом деле оказалась женщина? На работе.
Увидев такое, каждый второй бы уволился. Девушка была на рабочем месте, как вдруг ящик напротив нее открылся. Она просто сидела в непонимании и не понимала, что происходит. Вы также можете заметить, какое количество ножей, странных предметов и в целом оружия продается в магазине. Кажется, этой девушке нужно быть осторожнее с обитающим тут полтергейстом. Мишка. Когда-нибудь вы задавались вопросом о том, почему дети боятся находиться одни в темноте? Это видео с маленьким мальчиком могло бы быть ответом. Давайте посмотрим вместе. Маленький мальчик смотрел телевизор и держал своего плюшевого мишку, как вдруг Мишка просто прыгнул ему на лицо и переместился в другую часть комнаты. Качество этого видео оставляет желать лучшего, и его можно было бы легко подделать, но ради чего? Трудно сказать, что именно случилось в том доме, поскольку у нас нет полной информации об этом видео. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Кроме того, обязательно подпишитесь на наше сообщество в ВК и наш телеграм-канал. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! City Night.